Всем привет! Вы попали на канал Артерия, и с вами снова я, Алана. Вы когда-нибудь задумывались о том, что за музыка звучит вообще в фильмах, кто занимается ее подбором и написанием? Сегодня мы с вами поговорим именно об этом. Так что оставайтесь вместе с нами, подписывайтесь на наш канал, там лайки, шмайки, подписка, я говорила, да? Колокольчик, да, не забудьте. Поехали! Так, кто же у нас занимается музыкальным оформлением экранного произведения? Всего есть три, а точнее 3,5 варианта, если так можно сказать, конечно. Первое – это композиторы, люди, которые пишут музыку с нуля. Второе – музыкальные редакторы, они занимаются именно подбором музыки. Третье – это саунд-дизайнеры, звуковые инженеры. Простите, если кого-то из вас забыла. Это люди, которые занимаются именно оформлением звукового пространства, а также создают звуки с нуля. То есть они больше должны быть не композиторами, а там, физиками, звуковиками и так далее. Звукорежиссерами, простите, мне один раз подсказал звуковик, что он не любит, когда его называют звуковиком. Звукорежиссеры, или точнее звукоинженеры, звуковые инженеры. Давайте разберем с вами подробнее. Кто же у нас такой музыкальный редактор? Что это за человек, с чем его едят? Не переживайте, вас есть не собираются. Спойлер. Музыкальный редактор, он занимается именно подбором. Ему не обязательно быть композитором, но ему очень важно обладать хорошим музыкальным вкусом и также обладать большими познаниями в области музыки, причем абсолютно разной, начиная там с народной, проходя через классику, заканчивая чем-то супер-мега современным. Разные жанры, разные стили, разные страны. Это очень важно. Если вы, конечно, хотите делать фильмы или мультфильмы, неважно, экранные произведения, лучше. В прошлом выпуске я с вами говорила о том, как же круто, когда современные режиссеры используют в своих фильмах классическую музыку. Она создает совершенно другую атмосферу, которую не создала бы современная музыка. Поэтому мне хотелось бы вам привести несколько примеров с использованием классической музыки. Некоторые вас, может быть, удивят, некоторые нет. Посмотрите, пожалуйста, внимательнее. И этим, кстати, занимается именно музыкальный редактор. Первое, о чем хотела бы поговорить с вами, это фильм Ларса фон Триера «Меланхолия». И звучит там музыка Вагнера. Супер необычный фильм. Он может вам с первого раза не зайти, но пересильте себя и посмотрите его, потому что он стоит вашего внимания. И так как фильм необычное его повествование и ощущение времени, и Вагнер очень круто это подчеркивает и прямо дополняет замечательно. То есть вы смотрите и наслаждаетесь.
«11 друзей Оушена». По-моему, это необычненько, потому что современный фильм, там рассказывает о каких-то мошенниках, или кем они там были, я не помню, простите. И там у нас звучит Дебюсси «Бергамасская сюита». Если бы я вас спросила, скажите, пожалуйста, какой из фильмов вы вспомните в первую очередь с использованием классической музыки? И я уверена, что большая часть людей бы ответили фильм Люка Бессона «Пятый элемент». Помните, да, эту прекрасную диву, которая пела арию из оперы Доницетти? Помните, да? Все смотрели «Реквием по мечте», да? Я думаю, что да. И не хочется вас разочаровать. Точнее, мне не хочется вас разочаровывать, но там вовсе не звучит мелодия слез Бетховена. Господи, прости, пожалуйста, Бетховен, наверное, сейчас в гробу перевернулся. К сожалению, какой-то особо умный человек как-то ввел в заблуждение весь народ, выкинув в интернет эту аудиозапись этого фильма, подписав ее как «Мелодия слез Бетховена». Кто-то ее подписывал Шопеном, Прокофьевым, как только не называли его. Так что, божечки, прости, пожалуйста. Это не классика, это современный композитор. Извините, я фамилию не помню, но здесь выскочит вам подсказочка. Но это никак не классика. Если вы останетесь с нами на артерии, мы с вами будем об этом всем говорить, изучать, и вы начнете отличать, что классика, а что нет.
Нет, все получится! Все получится! Все получится! Все получится! Все получится! Эти правило номер 3, это сводит людей с ума. Ужас! На самом деле все очень просто. Дайте себе 30 дней, и я обещаю, они изменят вашу жизнь. Фильм «Елизавета». Финальная сцена – это рождение королевы, и звучит у нас здесь реквием Моцарта. Не реквием по мечте, а реквием, настоящий реквием настоящего Моцарта. Очень интересное на самом деле решение. Посмотрите фильм, и вы сами прекрасно поймете, почему. Те примеры, о которых с вами мы сейчас говорили, этим именно занимались музыкальные редакторы. То есть не сам Моцарт писал музыку к фильму «Елизавета», не сам Вагнер писал музыку к фильму «Меланхолия», хотя, я думаю, они бы заценили. Этим занимались музыкальные редакторы, они круто подобрали музыку к этим фильмам замечательным. Небольшая вам подсказочка. Вдруг вы забыли или не знали об этом. Если вы собираетесь, не знаю, вдруг кто-то из вас собирается в ближайшее время снимать какую-то работу и хотите привлечь для этого музыкального редактора, вам кажется, что будет дорого нанимать композитора или вам нужны какие-то определенные композиции, помните, пожалуйста, об авторском праве. Нельзя его нарушать. Вообще авторское право действует в течение 70 лет после смерти композитора, но это еще не все преграды, есть еще авторское право на исполнение. То есть, если прошло больше 70 лет после смерти, вы можете использовать это произведение, но вы не можете взять какую-либо запись из интернета, потому что на ее исполнение действует авторское право. Но вы можете либо перезаписать заново, просто возьмите ноты, и пусть музыкант у вас сыграет то же самое. А если это произведение, например, новое, человек еще не умер, слава богу, пусть живет долго и счастливо, но вам очень хотелось бы использовать его музыку, вы можете сделать кавер. На кавер, кстати, не распространяется авторское право. Вот, так что, в принципе, выход можно найти из любой ситуации. Так что будьте добропорядочными гражданинами и не нарушайте закон. Закончили с этим. Теперь давайте поговорим о композиторах, а то сижу такая и обделяю нас с вами. Прям обидненько стало. Композитор, как мы с вами уже говорили, он пишет именно музыку с нуля. И, допустим, вам режиссер присылает свою гениальную работу и говорит: пиши крутую музыку. Что вы должны делать в самом начале? Вы должны определиться вообще, какая музыка будет звучать в этом фильме. То есть вариант, что она может быть фоновой. Например, как в сериале «Аббатство Даунтон». Что делать вообще там с музыкой? Иногда она дается фоном, когда они хотят якобы подчеркнуть какие-то чувства, то есть там актеру грустно, точнее персонажу грустно, и ему подставляют такую немножко грустненькую музыку, и вы такие типа, как грустненько. Ужасная тавтология, но я повторяю вам то, что есть в фильме. Либо дается во время перебивки, то есть одна сцена, перебивка, во время которой звучит основная тема, дальше вторая сцена, музыки нет. Это очень примитивный способ использования музыки, но он имеет место быть. Но я просто хочу вас предупредить, он очень сильно упрощает ваш фильм. Если вы, конечно, собираетесь снимать длиннющий сериал, где особо не важна эта музыка, там важны какие-то сплетения, хитросплетения, там, сюжетных линий и так далее, ок, норм. Но если вы хотите делать что-то более серьезное, не нужно это использовать. Второй вариант. Вы можете подчеркнуть эмоциональную составляющую какой-то конкретной ситуации. У нас в общем фильме с Алиной был как раз такой момент, когда мы только одной трубой, маленький кусочек был одной трубой не водосточной, а музыкальным инструментом, вдруг кто-то не понял, подчеркнули комичность ситуации, этого было достаточно. Третье – это взаимосвязь с другим персонажем. Пример. «Остров проклятых». Персонаж Леонардо Ди Каприо каждый раз, когда видит во сне или в видениях свою жену, мы слышим с вами одну и ту же музыку. То есть эта музыка своего рода передает нам ощущения персонажа Ди Каприо, связанные именно с его женой. У нас есть еще вариант. Мы можем сделать более сложную структуру по типу, как делает Вагнер в своих
фильмах, хотела сказать, боже мой, простите меня, музыканты, как делает Вагнер в своей музыке, то есть он каждого персонажа наделяет своей темой, эти темы могут сплетаться между собой, трансформироваться и так далее, и так далее. То есть это на самом деле супер сложная структура, особенно для фильма. Вы можете также использовать одну композицию в своем фильме, но по мере трансформации сюжета трансформировать саму эту тему. Тоже очень классный, интересный прием. Полный метр дает вам такую довольно просторную площадку для того, чтобы делать много разных мазков разного цвета. В коротком метре, пожалуйста, лучше не перегружайте музыкой, потому что это очень сильно портит фильм. Лучше пусть зритель смотрит и думает, блин, какая была крутая музыка, еще бы хотелось послушать, чем говорить, типа, блин, сколько же можно было это слушать, это все-таки не мюзикл. Определились мы с вами, какого рода должна музыка звучать, что вы будете подчеркивать и так далее. Чем мы дальше занимаемся? Определяемся составом музыкальных инструментов. Если у вас полный метр, конечно, вы можете использовать и симфоническую музыку, и писать на разные составы, в том числе на большие. Если вы снимаете короткий метр, конечно, лучше не использовать симфоническую музыку, потому что она очень сильно будет перегружать вашу картинку. И так небогатую картинку, а тут вам еще нафигачили 70 инструментов, и все, это будет бить по ушам. Я не говорю, что не используйте и точка. Я говорю о том, что лучше этого не делать. Конечно, если задумка у вашего сценария, у вашего короткого метра такая, которая предполагает наличие большого количества инструментов, это другой вопрос. Но я же говорю, это скорее исключение из правил. В коротком метре вы можете использовать 1, 2, небольшие составы, квартеты, квинтеты, как-то их миксовать по одному, по два, по три и так далее, и вы добьетесь тем самым довольно богатого разнообразия музыкальных композиций и богатого звучания. Плюс помним о том, что если у вас короткий метр, а вы хотите использовать кучу инструментов, это будет очень накладно, потому что все-таки лучше записывать вживую, это будет звучать, естественно, намного лучше, вы сами это прекрасно понимаете, чем электронная запись. Мы с вами уже, по-моему, говорили как раз об этом, что если у вас нет бюджета, но вам хочется, чтобы звучание было более-менее хорошее, используйте смешанный вариант. Это вы можете прописывать какие-то басы, какую-то неподвижную музыку в электронном варианте, в программах, а все подвижные темы, все, что движется, это, пожалуйста, записывайте лучше вживую, это будет не так накладненько. Но я вам всем желаю, чтобы у вас была возможность записывать живые оркестры в 70, 80, 100 человек, потому что это невероятный опыт, это потрясающее ощущение. Так что оставайтесь на нашем канале, учитесь вместе с нами, и я желаю и вам, и нам, чтобы у нас была у всех такая возможность. Спасибо большое, что оставались вместе с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики. До скорого. Всем добра и вдохновения.